Всем привет! До прихода Чингука Тэхён казался скучающим, он много времени проводил в телефоне, словно ожидая чего-то, чего еще не было. Это поведение полностью изменилось, когда наконец появился Чингук. Перепады настроения Тэхёна были мгновенными и ощутимыми, демонстрируя, как присутствие Чингука оказало на него прямое и позитивное влияние. Эта закономерность наблюдалась неоднократно. Всякий раз, когда Чингук находится рядом с ним, Тэхён всегда ведет себя совершенно по-другому. Связь между ними ощутима, она проявляется в изменениях выражения лица и языка тела, которые трудно отрицать, особенно при воссоединении. Выбор одежды в тот день также имел значение. Тэхён и Чингук надели наряды, которые идеально дополняли друг друга, создавая визуальный образ, напоминающий сложившуюся пару. Эта координация не была случайностью, скорее она отражала гармонию, которая давно сложилась между ними. То, как они вели себя на публике, демонстрировало взаимопонимание, выходящее за рамки профессионализма. Даже такие мелочи, как одежда, стали естественным средством, через которое спонтанно возникла их связь. Когда Чингук приблизился к Тэхёну, его реакция была особенно показательной. Его взгляд стал более острым, язык тела изменился, и все его внимание было сосредоточено на этом человеке. Именно в этот момент Тэхён сделал свой фирменный ход, он облизнул губы, наблюдая, как Чингук приближается. Это, казалось бы, непроизвольное движение было искренней физической реакцией, естественной реакцией на присутствие человека, который вызывал у него чувство комфорта и влечения без необходимости в словах. Вся энергия Тэхёна, казалось, была направлена на Чингука, создавая атмосферу близости, ощутимую даже для стороннего наблюдателя. Физическое взаимодействие между ними говорило само за себя. Тэхён притянул Чингука ближе, почти не оставляя пространства между их телами. В разгар этой близости Тэхён произнес слово, простое корейское слово, означающее «поцелуй». Реакция Чингука была мгновенной, смесь удивления и принятия, отражающая комфорт, который они долгое время создавали вместе. Эмоциональное напряжение между ними было ощутимым, в их взглядах чувствовалась интенсивность, выходящая за рамки простой дружбы. Даже в окружении множества людей они, казалось, создавали свой собственный мир, полностью сосредоточившись друг на друге. Эта способность создавать атмосферу интимности в общественных местах была отличительной чертой их отношений, их небольшие жесты, хотя и тонкие, выдавали глубину их чувств. На фоне всего этого появились тревожные новости. Теперь Тэхёну угрожают серьезные угрозы после того, как Чингук чуть не оказался в опасной ситуации. Это не пустяк, безопасность человека – это основополагающий вопрос, который нельзя игнорировать. Когда артист, столь любимый публикой, сталкивается с реальной угрозой, необходимы быстрые и решительные действия. Отношения Тэхёна и Чингука всегда строились на взаимной защите, сейчас настало время для поклонников проявить такую же поддержку. Мы не можем бездействовать, пока отдельные лица угрожают безопасности человека, который полностью посвятил себя своей работе и делится своим талантом с миром. Поэтому эти требования должны быть обнародованы. HYBEA и Big Hit Music вместе с властями должны предпринять конкретные шаги для обеспечения безопасности Тэхёна. Угрозы насилия – это не мнение, это преступление, и к ним следует относиться соответственно. Мы не можем ждать трагедии, прежде чем действовать, защита должна быть превентивной и постоянной. Ситуация, которая ранее повторялась с Чингуком, теперь повторяется с Тэхёном, это указывает на системный сбой, который необходимо немедленно устранить. HYBEA и Big Hit Music обладают ресурсами и несут ответственность. Безопасность артиста – это не чрезмерное требование, а фундаментальное право. Необходимы конкретные действия, чтобы показать, что безопасность Тэхёна является непреложным приоритетом. Речь идет не только о музыке или популярности, речь идет о защите человеческой жизни. Многие, кто следит за Тэхёном и Чингуком, давно заметили одну вещь – то, как они естественно ищут друг друга, смотрят друг на друга и прикасаются друг к другу. Где бы они ни находились, на телевидении или в толпе, их язык тела остается неизменным, искренним и непринужденным. Все происходит спонтанно, без указаний и требований к имиджу. Им не нужны слова, чтобы понимать друг друга, часто достаточно одного взгляда.
Словно у них есть тайный язык, который понимают только они. Эта близость не возникла за одну ночь, она росла медленно, укрепляясь со временем, опытом и постоянным чувством доверия. За всем этим вниманием публики царила тишина, понятная только им двоим, тихое пространство, где присутствие друг друга служило эмоциональным якорем. Тэхён чувствовал себя наиболее комфортно, когда рядом был Чингук, словно шумный мир медленно затихал, оставляя после себя чувство безопасности, не нуждающееся в объяснении. В этой тишине их доверие незаметно продолжало расти. Чингук, по-своему, всегда был чуток к малейшим изменениям в поведении Тэхёна, слегка учащенному дыханию, слишком долгой паузе или взгляду, потерявшему свой блеск. Не спрашивая, он знал, когда подойти, когда просто постоять рядом, а когда протянуть руку, подтверждая, что Тэхён не один. И наоборот, Тэхён читал Чингука с той точностью, которой обладает только тот, кто давно знает ритмы чужого сердца. Он знал, когда Чингук пытался казаться сильным, а когда его улыбка была лишь тонкой завесой, скрывающей усталость. В эти моменты Тэхён присутствовал без драматизации, просто успокаивающее присутствие. Их близость не всегда проявлялась в прикосновениях, часто она исходила с постоянной дистанции, не слишком близко, но и не слишком далеко. Словно невидимая нить связывала их, притягивая друг к другу естественным образом, даже без их осознания. Каждый раз, когда возникали внешние угрозы или давление, их динамика укреплялась не из-за страха, а из-за инстинкта защищать друг друга. Взгляд Чингука становился более настороженным, в то время как взгляд Тэхёна, хотя и оставался нежным, демонстрировал редко встречающуюся непоколебимость. Они не говорили о своих страхах открыто, но их поведение говорило правду. На публике они оставались профессионалами, но для тех, кто был наблюдателен, тонкие изменения могли остаться незамеченными. Чингук стал стоять немного ближе, Тэхён чаще оглядывался, чтобы убедиться, что Чингук рядом. Эти простые движения не были случайными, это был язык тела, выражающий общее чувство ответственности. Их отношения не строились на потребности быть понятыми, их отношения строились на комфорте, который давало им возможность быть самими собой. Они не требовали одобрения и не пытались ничего доказывать. Именно это спокойствие делало их отношения такими искренними. В мире, который часто требует совершенства, Тэхён и Чингук нашли друг в друге убежище, пространство, где усталость допускалась, а уязвимость не скрывалась. Они поняли, что сила не всегда означает одиночество, иногда сила приходит от смелости опереться на других. Когда наступают трудные дни, их единство служит простым напоминанием о том, что не все нужно решать словами. Их присутствие, небольшие жесты и неизменная верность часто значат гораздо больше. Это фундамент, который поддерживает их отношения в центре внимания и под давлением. Среди всего этого пристального внимания и неопределенности одно остается неизменным – то, как они находят друг друга, даже не осознавая этого. В толпе их шаги всегда ритмичны, как будто каждый знает, куда двигаться, чтобы сохранить безопасную и успокаивающую дистанцию. Эти маленькие привычки никогда не были запланированы, они выросли из долгого времени, проведенного вместе. Всякий раз, когда ситуация кажется угрожающей, их защитные инстинкты проявляются естественным образом, не в грандиозных жестах, а в тонком, но постоянном внимании. Чингук часто следит за тем, чтобы Тэхён был в поле его зрения, в то время как Тэхён по-своему успокаивает атмосферу просто своим присутствием. Эта непоколебимость рождается не из страха, а из глубокой заботы. Их отношения прошли через множество этапов, от беззаботного смеха до испытаний на выносливость. Все это формирует непоколебимую связь, потому что она построена не на мимолетных ощущениях, а на общих переживаниях. Каждое испытание добавляет еще один слой доверия. Для них единение не всегда означает быть видимыми, оно часто существует в осмысленном молчании. За их спокойными выражениями лиц скрывается уверенность в том, что они понимают друг друга, без требований, без излишних объяснений. Это редкая форма близости, простая, но глубокая. И пока они продолжают заботиться друг о друге, становится ясно одно – внешние угрозы и давление не смогут разрушить то, что было построено честно и временем. В
постоянно меняющемся мире они предпочитают оставаться рядом, не потому что обязаны, а потому что там чувствуют себя в наибольшей безопасности.